Здравствуйте, мои дорогие друзья, любимые подписчики и те, кто случайно, быть может, взглянул на канал Астро Эспирационе. Да или нет? Краткий ответ на любой вопрос. Давайте зададим вопросы. И я так думаю, что у нас у каждого есть то, что мы хотим осуществить. У нас будет всего 4 варианта. Вы можете выбрать какой-то один. Можете разложить видео или 4 варианта по вашим намерениям, целям в какой-то последовательности. Но, в принципе, я бы не сказала, что мы загадываем на большой срок. Потому что у нас сегодня простые игральные карты. Хотя простые не совсем подходят, потому что эти карты, они нам напоминают как раз Таро. Но, тем не менее, это игральные карты. На основе их или этих значений была создана колода марсельского Таро. Но здесь нет старших арканов, поэтому здесь нет никакой философии. Давайте посмотрим, что же нам расскажут эти карты по части исполнения желаний. Подумайте, включите свою интуицию. Сделаем такое Таро-гадание. Конечно, будем реалистами, но, тем не менее, мы раскроем некоторые позиции, если они не будут однозначными, когда точно да или точно нет. Хотя нет, скорее всего, я натура любопытная, мне всегда хочется узнать, так почему же нет? Либо я ошибаюсь, либо что-то как препятствие. Поэтому несколько раскроем. Куда-то нам говорят не торопиться и привести мысли в порядок. Видимо, прислушаться к собственной интуиции определенно стоит. Или отойти от старого шаблона. Мысли в порядок – это мы избавляемся от ментального мусора. Поэтому эти 4 меча, они сходятся в одной точке. Есть какая-то одна правда, которую мы должны увидеть. Может быть беспристрастными. Или где-то допустить то, что мы можем не видеть, каких-то нюансов, к примеру. Или мы можем в чем-то ошибаться тоже. Допустить, наверное, само по себе или позволить себе право на ошибку и себя не мучить где-то, не критиковать через меры, быть более добрым к самому себе, к своей душе, опять же. Почему? Потому что когда мы понимаем, что да, вот я совершил ошибку, и не кто-то там виноват, мы говорим, или не обстоятельства как-то сложились. Понятно, что обстоятельства в нашей жизни, редко когда напоминают какой-то полет фортуны. Чаще нам приходится что-то преодолевать. Но тогда мы понимаем, что да, я зря понадеялся. И это не человек виноват, а это моя ошибка, потому что это я где-то прошляпил. Или когда мы с чем-то просчитываемся тоже, нам нужно было быть предельно внимательными и не надеяться на какую-то призрачную удачу. Вот тоже ведь такое может быть. Но в конечном итоге мы не перенаправляем ответственность самого себя. И это нам позволяет добиться значительно большего. Потому что если мы признаем или умеем признавать свои ошибки, значит, мы сумеем преодолеть практически все. Я точно знаю, что это работает. В этом где-то выход из любой патовой ситуации. Итак, 4 варианта. Давайте посмотрим. Спешат карты. Для каждого из вас, может быть, или для кого-то одного важно услышать это точно, потому что будь готов к неожиданностям. Может быть, много придется совершить поездок куда-то, обращения в инстанции или какие-то встречи вам предстоят, кто смотрит сейчас мое видео. И, скорее всего, основные направления – это суметь договориться с людьми. И второе направление – чтобы вас правильно понимали. Поэтому излагайтесь как-то максимально рационально. Или если видите, что вас неправильно поняли, не бойтесь конкретизировать некоторые моменты. Это каким-то образом может помочь в осуществлении задуманного. Итак, 4 варианта вы продумываете. А я достану 4 карты. Первая, вторая, третья и четвертая. Кому недостаточно времени, ставьте на паузу. А я открываю первый вариант. Тогда или нет? Решится ваш вопрос или нет? Вот решится в том контексте, какой это задумали. Или благодаря тому, что вы уже что-то проделали. Получите вы просто итог. Вот да или нет? Король жезлов. Можно было бы сказать, что да. Но я бы сказала, еще какие-то действия потребуются, потому что
С одной стороны, сейчас где-то фортуна, правда, на вашей стороне. Или вы, мои дорогие, уже проделали какой-то вопрос, какой-то путь точнее, или тот же самый вопрос вы уже пытались решить, может быть, ряд договоренностей, или вы сейчас ожидаете решения конкретного человека, или ваш вопрос, то, что вы задумываете, он тоже зависит от персонажей, от того, как человек отнесется, или от того, как он захочет чем-то заниматься, или вам где-то помогать, содействовать, или как выстроятся партнерские отношения. У кого-то действительно это совпадет с тем, что вы пытаетесь решить вопрос в высоких инстанциях или с кем-то договориться. И поэтому ожидание какое-то, оно правда проходит по первому варианту. Потому что пока вы договоритесь, пока вы скомпонуете, может быть, документы или какие-то еще составляющие вашего желания, для этого нужно время. Давайте мы спросим, что сейчас, как карты видят. А вот тут я немножко поправлюсь. Это практически вы желание уже в кармане. Поэтому, если даже какая-то пауза, или у вас сейчас по первому варианту, мои дорогие, что-то пока еще не согласовано, или еще пока не состыковалось, или вы ждете воплощения буквально того, что вы уже проделали какую-то работу, для себя наметили какой-то план, опять же, какие-то действия вами были произведены, то и вот только на сегодняшний момент вам осталось именно подождать, то тогда ваш план сработает. Но здесь будут именно ваши действия в основе всего. Здесь не совсем как удача или как фортуна. Ну, может быть, какой-то процент присутствует, он всегда присутствует. Но тут больше вы что-то просчитали. Может быть, это вы где-то вовремя проявили хладнокровие, упорство, скорее всего, так. Это вы намереваетесь стать харизматичным лидером, и у кого-то получение должности, согласование, правда, в высоких инстанциях дважды. Или, знаете, тут может еще открыться как возможность, поменяться могут законы. Ну, законы у нас редко меняются, а вот, например, подзаконные акты у нас выходят, которые либо несколько нивелируют закон в начальном варианте, либо допускают какие-то положения или какие-то исключающие моменты. И вам именно это тоже может сработать на руку. Поэтому завершаем наш первый вариант. Правда, по этой карте однозначно у вас что-то получится. Давайте мы откроем второй вариант. Да или нет? А здесь однозначно да. Неожиданно. Собралась раскрывать. Причем, знаете, то, что вы себе задумали, это будет иметь продолжение какой-то долгий период времени. Может быть, кто-то из вас отстраивает, вот чего могут касаться ваши вопросы. Дела, работа, бизнес, деньги или, опять же, какие-то согласования. Может быть, сегодня меня смотрят деловые люди или пусть даже те, которые ведут домашнее хозяйство или занимаются домом, семьей. Но, значит, скорее всего, здесь не про личную жизнь, здесь ни разу не про любовь. У нас опять идут жезлы. И это есть какое-то задуманное намерение. Значит, может быть, это какая-то концепция, даже если вот меня смотрят люди, которые не имеют своего бизнеса или не поставили перед собой какие-то вопросы карьеры, достижений. Все же у нас роза, может быть, и личная жизнь. Но тогда ваш вопрос, он увязывается, может быть, с документами или с тем, что вы должны получить какое-то разрешение или какую-то важную бумагу, или вы должны сами, опять же, опереться на закон и что-то построить или согласовать с конкретным человеком. Но есть здесь приоритет именно рациональности. Здесь не про чувства, не про признание любви. Больше именно сфера деловая где-то. И если это совпадает с вашим желанием, то, скорее всего, ваше намерение. Оно уже практически, опять же, на подходе. Третий вариант. Удивительный у нас сегодня расклад. Мы можем сказать, это шестерка жезлов. И это всегда тоже победа. Через какую-то победу к вам приходит получение желаемого. Давайте немножко раскроем все же. Нечего раскрывать. Кто-то мог загадать деньги. 6 всегда победитель.
Но это победитель, благодаря тому, что вы тоже, как и в первом варианте, такое впечатление, что могли, или вот тот, кто меня смотрит, вы могли загадать сразу все варианты. Или, знаете, как в последовательности, первый, второй, третий, какое-то важное дело, цель, или одно вытекает из другого. Потому что нам уверенная дважды победа, как и в делах, и в бумагах, так и буквально в деньгах. Давайте откроем четвертый вариант. Четвертый вариант, вы знаете, это когда у нас действительно все согласовано. Именно в этой карте, когда мы получаем герб не случайно изображен, когда мы получаем не просто какой-то результат, а когда у нас несколько дорог сходятся в одной точке. И тут не совсем мы будем сравнивать с картами Таро, а это практически якорь, стабильность, возможности. Давайте мы откроем еще одну, тем не менее, карту. Тут как будто вы уже имеете это желание. Но что нам хотят сказать? Может быть, придется удерживать. Может быть и так. Вы знаете, наверное, тут придется действительно удерживать. Или, если мы говорим, сбудется ли ваше желание, тогда оно сбудется в ближайшее время. Может быть, оно связано с тем, что вы поедете в какие-то либо инстанции, или у вас будут контакты с конкретным человеком. Для кого-то из вас это мог быть переезд или вопросы работы, к примеру, с командировками, или смены места работы, смена места жительства, опять же, каких-то согласований важных. И в конечном итоге держите руку на пульсе, потому что вокруг вас, вот когда выпадает 4, у вас сейчас действительно достаточно, что бы вы ни думали про себя, но стабильный период жизни. В какой он момент укладывается, нам об этом не говорят. У кого-то неделю, у кого-то месяц. Стабильный по части воплощения вашей мечты или задуманного желания. Но вам еще придется делать какие-то согласования или увязывать, опять же, с законом. Какие-то поездки буквально, они к нам проходят. При этом, вы знаете, можете, правда, может быть, вы смотрите наш расклад по той причине, что пятерка кубков, вы можете испытывать какое-то разочарование. Или, смотрите, вы загадали четвертый вариант. Вы отправляетесь к какому-то чиновнику, инстанции, организации, на работе вы какой-то вопрос обсуждаете или свое намерение развиваете. Будет у вас некоторый стопор или будет какое-то сожаление, потому что вам придется где-то принять то, что обстоятельства на вас будут воздействовать, и вы не можете осуществить желаемое или намерение лишь в том контексте, как вы готовы были действовать прежде. Вам придется что-то менять, какую-то перерокировку делать своих собственных действий или активности. Есть определенное, ну как сожаление о том, что именно так, как я хотел бы или хотела, не получается что-то осуществить. И дальше вам придется адаптироваться к какой-то ситуации. Словно жизненный экзамен, могу сказать, проходить это точно, новому чему-то учиться. И от этого буквально будет зависеть ваша победа. У кого-то вопросы денег могут быть увязаны с личной жизнью. И тогда, может быть, высокие инстанции, но вы согласуете документы, которые касаются вопросов пары, вопросов жилья. Где я буду проживать, кстати, или чем я буду заниматься, или каким образом ко мне будут приходить деньги. Может быть, это новые способы заработка. Здесь не проходит что-то гладко. Здесь нужно по четвертому варианту, мои дорогие, настроиться на то, что придется себя менять. И это не может быть легко. Но в конечном итоге именно это приведет вас к тому, что, знаете, как чувство наполненности. Вы решите, можете решить в последующем, как вопросы и в личной жизни, так и где-то, может быть, по части финансов. Или, пусть это будет у кого-то касаться четвертый вариант, по части недвижимости, купли-продажи недвижимости. Значит, тогда будьте готовы к тому, что придется, ну, где-то быть гибче. Потому что если вы будете настаивать в своем четвертый вариант, вряд ли тут что-то получится. Потому что ведет какая-то, ну, невидимая сила, назовем это так, или обстоятельства. Может быть, это новые обстоятельства, которых вы опять же не видите. И как себя организовать и адаптировать к новым условиям. Или провзаимодействовать с каким-то новым вариантом. И первое, его нужно увидеть, рассмотреть. И где-то не впадать в уныние. И, скорее всего, придется учиться. Вот учеба здесь проходит. Как, может быть, или же сдача экзамена. Кто-то напрямую
сдал экзамен, но не так, как хотел бы, например, или завалил экзамен, и вы разочарованы. И тогда, к примеру, вам придется это повторить, но изучить, и тогда победа за вами. Перекладывайте на себя наш короткий расклад и будьте счастливы, будьте любимы всегда.